Доброй ночи. Сегодняшний наш прямой эфир касается наведения порчи. Как наводится порча, что при этом делается и инструменты наведения порчи. Как бы это ни банально звучало, но это все-таки инструменты. Потому что чаще всего с помощью них и наводим или наводят то, что называется порча. Сейчас, секунду. Куда его делаю? Давайте для начала, прежде чем я вам объясню, скажу вам, что такое порча. Порча делится на намеренные и ненамеренные. Иди сюда. Ненамеренные порчи – это сглаз, это резкий взгляд, это ненавистный посыл, это завистливое желание, это ненамеренная порча. Когда человек резко смотрит, скажем, в сторону другого человека, да, кидает завистливый взгляд. Да, сюда еще входит и проклятие. Ну, есть проклинание, так правильно будет, не проклятие. Это ненамеренная порча, но она может настичь человека, она может испортить ему жизнь. Вообще, что такое порча? Порча – это испорченность. Испорченная жизнь, испорченная карьера, испорченное здоровье – это порча. То есть испорченность. Из-за чего эта испорченность в жизни человека? Это мы потом обсудим. Итак, ненамеренная порча – это зависть, в злобе сказанное слово, нехорошие пожелания, Пуся, посыл неприятный, да, недобрый, проклятие вслед или за глаза, или в глаза. Это ненамеренная порча. И она тоже бьет и бьет не менее сильно, чем нарочно, намеренно наведенная порча. Теперь намеренная порча. Намеренная порча – это воздействие на человека, это энергетический посыл, перекрывающий ему дорогу, жизнь, все, что возможно. Намеренная порча наводится по фотографии, по вещи человека, по фантому человека. Это фантом человека, то есть вы делаете посыл на его фантом, жизнь. Уже говорила, что такое фантом. Подклад. То есть вот посыл, фантом, фотография, вещь человека, подклад. Уже непосредственно можно и физическое воздействие, то есть что-нибудь там зашить в вещь, что-нибудь подлить, начитать. Это уже физическое касание. Наводится порча и по мумию человека, то есть по его ногтям, волосу, по крови человека, да, то, что прикасается к его телу. Через подарок, подаренная там вещь, подаренная, скажем, какое-то украшение, даже деньги. Даже через деньги можно передать порчу. Перекинуть или передать. Это все намеренная порча. Порчи делятся еще и по категориям унаследованные порчи. Это родовое проклятие, это взятое у родителей, это рожденные не в попад, не в то время, нелюбимые родителями. Я вот эти все поделила вам, все это объяснила, как это все случается, да, что происходит. Родовое проклятие, да, которое вы вы ни при чем, но вы, как представитель своего рода, берете на себя этот крест и тащите в том числе. Конечно, через деньги. Если человек вам сказал: ой, ты мне можешь дать там 100 рублей, пожалуйста, я забыла, мне 100 рублей не хватает, вот я сейчас принесу. Вот она 100 рублей твоих взяла, пошла, начитала, вот скидываю все болезни, все трудности там или безденежье свое на этого человека, и через минут 15 вернулась, сказала: ой, блин, у меня в сумке там валялись 100 рублей, а я такая дура, даже не увидела. Возьми, пожалуйста, спасибо большое. Пожалуйста, через 100 рублей у вас денежное закрытие. Если в храме
вы что-то подобрали, если в человек... Подождите, я вам сейчас скажу, что у меня в пакете и что такое. Если в храме кто-нибудь резко вас коснулся, и вы повернулись, да, к человеку, и этот человек у вас что-то спросил, обязательно передал через... Здравствуйте, Ольга. Передал через вот эти слова вам свою порчу. Если вы в храм идете, зажигаете, скажем, нет, не надо меня перебивать. Если вы идете в храм, зажигаете свечу, вы такая вся одетая, вся в золоте, вся такая ухоженная, вы можете не заметить, но вы зажгли свечу, оставили там, заздравили что-нибудь там или кому-то что-то просите. Повернулись, ушли, тут же кто-то юркнул, тут же кто-то взял вашу свечу и забрал домой. И говорит, долю вот такого-то забираю, а самого по миру пускаю. Все, что ты заработаешь, мне в карман. Все, до свидания. Если человек сильный, если у человека действительно есть эта сила, вот, ну, сильный имею в виду не обязательно ведьма, а просто вот черное, знаете, черный человек, такая в душе, ну, гнойное создание, то обязательно у вас хотя бы на некоторое время вашу удачу заберет через храм. Поэтому я и говорю, что в храме нет никакой силы. Если бы там была сила, там невозможно было бы отпевать живых людей, невозможно было бы, забрав вашу свечу, забрать вашу долю и имущество и так далее. Это не сильные порчи, потому что это как бы любительские порчи, знаете, такие делаются людьми непрофессиональными. Но они некоторое время могут испоганить человеку жизнь на самом деле. Поэтому, если вы идете в храм вся такая одетая, или зажгите эту свечу, остальное потушите и заберите с собой, то, что не сгорело, или подождите, пока там до конца догорит. Там есть бабушки с очень злыми глазами, которые, расталкивая всех, подходят, и человек еще не ушел, они сразу хватают ее свечу и кидают туда в какую-то емкость, то есть забирают, понимаете? Это бабушки очень набожные, очень верующие, очень добрые, очень, я не знаю, какие. Да, но они вот скажешь пару слов, они там тебя еще и проклянут, еще и нахер пошлют, и спокойно пойдут дальше. Не позволяйте это делать, потому что это отчасти забирается ваша энергетика. Это действительно так. Есть самопорчи. Самопорчи, когда человек очень глазливый. Вот у него там что-то случилось, она сказала заранее, ура, как хорошо у меня вот это вот получится. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, ой, как хорошо, у меня так хорошо это все. Значит, у меня так хорошо все это сейчас получится и так далее. И сглазили себя. Еще есть такой момент, когда человек сам себя настолько винит, переживает за все, что может, знаете, ни за что, ни про что чужую вину взять на себя и страдать, и пустить некую демоническую силу в свою душу, в свою жизнь. К самопорче еще относится, если вы шастаете по всяким старым кладбищам, старым местам, к вам могут прицепиться определенные духи, которые неприкаянные, да, и они могут прицепиться и начать вас съедать. То есть они могут выпивать вашу жизненную энергию, пока вас не доведут. Не обязательно бесы, бес тут ни при чем. Не всегда бесы-то цепляются к людям. Чаще всего бывают энергии не очень хорошие. Поэтому эти места силы и прочее, прочее, это не очень хорошие места, которые люди посещают. Иногда хозяева этих древних замков и дворцов не всегда радостно вас приветствуют и могут очень сильно наказать. Да, да, там такие бабушки, что даже дьяволу такие не снились, помощницы. А еще вот есть инструменты наведения порчи. Это уже профессионалы делают. Порчу наводят по имени, порчу наводят по фотографии, порчу наводят по фантому, порчу наводят по вещи. Множество различных способов наведения порчи, дорогие друзья. Но хочу вам сказать, что если не профессионал рискнет и возьмет и начнет наводить порчи, то очень сильно шваркнется по башке. Следующий момент. Что такое, значит, именно процесс порчи? Призывается некая сила. Я вам говорила, что в нашем пространстве очень много, миллионов, миллиардов всяких сущностей. И низменные духи, непрекаянные мертвецы, и, скажем так,
души, которые хотят мести и так далее, они не ушли еще в свои сферы, они остались здесь. И вот этот астральный мусор, можно сказать, да, который везде есть, он очень полезен и нужен как раз для колдунов и ведьм. Второй момент. Мертвые, которые еще, год не исполнился, вообще лучше найти могилу, где еще 40 дней не исполнилось. Это самая лучшая могила для порчи. И обычно, после одной порчи, которую я навела на человека, на могиле, где 40 дней всего лишь было, у него с сердцем стали очень жуткие проблемы. В общем, ему 2 операции сделали, еле спасся. Но у меня не было цели его убить. Моя цель была его растрепать, чтобы он просто знал свое место. Далее. Давайте вот эти куриные, знаете, вот эти вот шуганутых, вот эти вопросы шуганутых. Ой, так бывает, ой, какой ужас, ой, боже мой, ой, что ж такое? Хватит, прекращайте. Вы сейчас пришли, слушаете порчу. Если вы очень чувствительны и падаете в обморок при слове порча, значит, не заходите в этот эфир, хорошо? Потому что, вот это постоянно, ой, что это такое, ой, как же так можно, ой, что ж, неужели так делается? Перестаньте уже, в конце концов, конечно, делается. Привет, Софи. Естественно, делается. Раз уж это снимается, это кто-то и делает, понимаете? Это яд и противоядие. Если вы такие чувствительные, идите, ложитесь, выпейте волокордина армянского, грамм 200, и расслабьтесь. Так вот, вы должны знать, как это все бывает и как вы чувствуете порчу. Вот теперь давайте я вам скажу. Значит, вот призывается эта сила, которая везде и всюду, да, бродит и не находит себе покоя, она призывается и отправляется в жизнь определенного человека. У ведьм есть власть, у ведьм есть разрешение, дозволение и, скажем так, желательно армянский волокордин, вот Арарат, там 7 лет выдержки. Это очень хороший волокордин, сразу расслабляет все части тела, особенно мозги. Так вот, для чего люди, иногда расслабляются, они отключают свой мозг от проблем, а потом уже эти проблемы кажутся не такими страшными, понимаете? А вот эта проблема вгоняется в подсознание, да? Я не пробовала Мане, надо будет. Она вгоняется в подсознание, и уже второй раз, когда вы начинаете, уже об этом думать, это уже не так страшно. Кажется вам, как было в первый раз. Ладно, добрый вечер. Так вот, призывается эта некая сила. Если делает порчу человек непрофессиональный, обязательно накосячит, обязательно себе сделает вред. Дорогие друзья, вот эти все сказки, нужно ли ставить себе защиту, когда ты делаешь порчу человеку и так далее. Давайте не будем вот этой херней страдать. Смотрите, вы вызываете скорую, да, чтобы скорая вам помогла. Вот приехала скорая. Тут же, вызывайте спецназ, чтобы они оцепили весь район, закрыли ваши двери, там грудью стояли и не пускали скорую к вам зайти. Это одно и то же. Перед всеми работами призывать какие-то защиты, это все равно, как призвать силу, которая должна тебе служить и слушаться, но перед этим построить там 4-метровый забор, чтобы они не могли зайти туда. Не нужна ведьмам, защита ведьм на самом деле, это всего лишь верность силам. Они ее защищают прекрасно. Как только верности нет, или человек отвлекается от своих дел, вот они сразу ее учат, сразу ставят на место, то есть она приходит в себя и начинает дальше работать. Защита нужна, как правило, когда вызываете духов. Духов темного мира, умерших духов иногда, да, неупокоенных духов. Да, там нужна защита, но там нужна, чтобы был стражник, была некая сила, которая им лишнего не позволит. И как только что-то не то, она их выгонит просто обратно. Вот и все. А вот такие защиты, это смешно. Во имя Отца, Сына, Святого Духа, помоги мне, Христос, я хочу вызвать сатану. Что это такое? Это набор слов, это набор слов, которые придумали с одного места, знаете, и как можно больше, скажем так, больше сказано про черноту, про сатану, темных духов, тем круче звучит, всего лишь. Но там смысла нет. То есть, понимаете, действительно набор слов. Для вас это со стороны читающего человека, не понимающего в этом, ой, как круто, ой, какие слова такие сильные. А для меня, например, это смешно. Во имя Отца и Сына Святого Духа, Дева Мария, помоги мне, ведьме, стать сильной, крушить мир, вызывать сатану и так далее.
Ну, есть такая книга, книга черной ведьмы. Я уж думала, что там такое? Мне сказали, ой, мы хотим вам одну книгу подарить, очень такого интересного автора. Я говорю, ну подарите, посмотрю. Дева Мария, помоги стать ведьмой! Помоги, святая дева! Ну это не смешно? Ну это я ни в какие ворота не лезет, ей-богу, дебилизм просто. Так вот, значит, дальше пошли. Добрый. Да, хочешь стать колдуном? Это очень просто. Надо всего лишь взять 25 куриц, 25 петухов, значит, какие-то там еще чего-то, большой котел и пойти на кладбище. На кладбище ты должна зарезать этих петухов и куриц, сварить, потом это вареное, значит, мясо разносить по всему кладбищу. Ну вот я представляю, вот идет человек, да, 2 мешка, 25 куриц в одном мешке, 25 петухов в другом мешке. Вот тащит на кладбище посреди ночи. Эти курицы, петухи же не сидят там смирно и шею не вытянули, чтобы ты их рубила, правда? Это ж какой крик там поднимется, этих куриц там резать посреди ночи. И, в общем, твое посвящение, знаете, как закончится? Выйдет там сторож и просто выстрелит солью тебе в жопу. Вот и все твое посвящение, одним словом. Это смешно, но это дебилизм просто. Найти там красные перья зеленого павиана и какие-то еще чего-нибудь. А это реально есть в этих книгах, которые учат людей, как посвящаться ведьмы и колдуны. Ну, хватит тут уж херней заниматься, ей-богу. Вот, пойдемте далее. Так что, если кто хочет быть ведьмой, пожалуйста, завтра на рынок 50 куриц покупать, большой казан и вперед на кладбище. Там не то, что ведьмы, там самого сатану посвятиться можно с этим криком, ором, блин. И так далее. Это мракобесие какой-то, ужас. Да, рвани только ты это, нож получше наточи, чтобы там за этими курицами не бегать по всему кладбищу. А может сразу корову туда, а что с курицами? Ой, да есть тут одна еще тоже гадалка, элитная гадалка, ее тоже так крутили, раскрутили, потом что-то она исчезла, тоже великая гадалка, которая написала, что, знаете, что основное ее вот хрен с ней, что она там дураков разводила. Вообще слово гадалка, ни одна ведьма не позволит, чтобы ее называли гадалкой. Вообще, гадалка это нечто. И она вот, значит, выступает с серьезным видом, что есть такие ритуалы, где нужно даже тигров заказывать. Вот у меня был такой заказчик, когда, значит, я порчу перекинула на тигра, потом этого тигра убила. Вы представляете человека, который с ножом режет тигра? Вы такую картину можете себе представить? На секунду просто. Я по утрам, значит, должна полностью голышом зайти в воду, начитать что-то. Поэтому я и беру такие деньги, потому что, значит, заказчик принес с Индии, купил тигра. Не шизофреничка, шизофреники те, кто ей верит. Кто ей верит? У нее вся утварь церковной, и, значит, разноцветные шторы все. Знаете как, чтобы ты зашла, и у тебя глаза окосели, просто уже ни о чем не думаешь. Благовоние там, значит, открыты, музыка включается, музыка такая, знаете, аум, и ты прям себя отключаешься, уже ты сама не знаешь, что тебе надо, зачем ты пришла вообще, дай денег и иди отсюда. Вот. И, значит, и вот этого тигра, да? Тигр сколько стоит, вы знаете вообще? Вот сколько стоит тигр? Это же миллионы долларов. Вот большой тигр, это очень много. Ну, может, $1 000 000 не будет, но, ну, по крайней мере, 200-300 тысяч долларов однозначно тигр стоит. И зачем на тигра? Тигра она перекрестила по-христиански, после этого, значит, ее зарезала. Блин, ну хватит уже, ну, может, хватит уже, ну сколько... А чё слонов не режешь? Может, слона зарежет? В следующий раз точно слон будет. И люди сидят и задают с умным видом вопросы. Ой, а скажите, а вот когда вы крестили тигра,
А в чем смысл? Понимаете как? Тигра надо по-христиански, значит, крестить, давать ему христианское имя, а потом перекинуть порчу на тигра, вот потом убить тигра. Тигра как бы мы приносим жертву темным богам. Хочешь сказать, сука, ты вообще уже с башкой дружишь или нет, а? Господи. Да, да, сейчас пойду тигра резать. Крестили. Я представляю, как батюшка погружал тигра в святую воду. Дебилизм. Просто дебилизм. Все, пойдемте, не будем отвлекаться на это шушера. Значит, порча. Это реальная история, реально. Я не хочу просто называть, не люблю вот за спиной людей обсуждать просто. Если захотите, найдете. Прям набрав, какая гадалка тигра резала, прям выйдет. Кто-то находит, значит, библиотеку Ивана Грозного, которую до сих пор не нашли. Вообще очень много мыслей, что эта библиотека может быть в Англии. Уговаривала Елизавета эту библиотеку в Англию отправить. И, кстати, действительно, мы тогда говорили, что очень может быть, что ее личный врач что-то там подсыпал, поэтому последние годы вообще мозгами съехал Грозный. И вот они нашли библиотеку Ивана Грозного, который пропал, не существует, не знают, где это. Да, она была, эта библиотека. Точнее, не его библиотека, а его бабушки, Софьи Палеолог. И там, говорят, очень много было колдовских книг, очень много, которыми она пользовалась, латинских колдунов тогда. Но она-то нашла, Господи, во сне находила просто. И вот они потухают потом, дорогие друзья, их же потом нету. Они потом превращаются в каких-то этих, знаете, как вам сказать, продавщиц, потом магазины какие-то открывают и так далее. Ну, это смешно. Вот, значит, что я хочу сказать. Что происходит во время порчи? Во время порчи собираются низменные духи. Да, вот эти дебилы лезут, не обращайте внимания, эти кукушка съехала. Собираются во время порчи эти сущности, потом эти сущности отправляются в жизнь человека, которого хотят портить. Значит, да какое убийство тигра? Никакого тигра никто не убивал. Успокойтесь, Господи. Какой дурак принесет столько миллионов, отдаст за тигра какого-то? Херня какая-то. Приходят в жизнь человека эти сущности. Мы сейчас говорим о намеренно наведенной порче, да? Потому что если порча унаследованная, например, если это проклятие рода, если это от родителей перешло и так далее, у человека просто закрытые дороги. Человек не может ни заработать, ни подняться. Если это родовая порча, то она бьет через, ну, вот в определенном возрасте. Все нормально, вроде неплохо, потом в определенном возрасте у них у всех семьи распадаются, они все остаются ни с чем. Это, как правило, родовая порча. То есть вот говорят, вот у нас в семье, например, значит, вот так получается, что мы все до 25 лет хорошо живем, а потом у нас начинают семьи распадаться и так далее. Это родовая порча. Это все я уже объясняла, почему, откуда приходит. Мы сейчас говорим о наведенной порче и о инструментах, которыми наводится порча. Здесь не все, дорогие друзья, здесь не все, потому что их гораздо больше, этих инструментов в разных культурах по-разному. Начнем. Значит, первое, что я хочу вам сказать. Приводят, то есть собирают определенную силу и посыл. Через черное зеркало это делается, вот у вас черное зеркало, либо через вольт, скажем, вуду, да, либо через мертвую землю, либо еще что-нибудь и так далее. Неважно, отправляется некая сила, значит, отправляется некая сила в жизнь человека, которая приходит и начинает поганить ему просто всю жизнь. Вы знаете, часто женщины, которые расчесываются, порченные женщины, у них волосы путаются.
И есть такая старинная примета, говорят, кто-то твою жизнь путает. Очень часто вот бывает такое, что вот начало порчи, вроде ничего пока не чувствует человек, а начинает волосы путаться, волосы лезть клочками. Кто-то путает значит, может, естественно, стать инвалидом от родовой порчи, расплата рода. Говорят, кто-то путает ваши волосы, жизнь, то есть. Значит, следующий момент, наведенная порча, как происходит? Организм ваш и ваша вот вся эта энергетическая, да, оболочка, она чувствует приближение порчи, дорогие друзья. Хватит задавать мне дебильные вопросы, хватит. Дайте я пока закончу. Значит, послушайте меня. Организм собирает всю свою силу, чтобы противостоять порче. У вас начинается жуткое желание пить воду. Вы много, очень много пьете. Почему вы пьете? Потому что высыхает, понимаете? Вот вам делают на фотографии, на вещь, читают, начитывают, над свечой зажигают, и ваш организм начинает жутко высыхать. Поднимается температура, плохо себя чувствуете. Люди иногда могут себя чувствовать настолько плохо, вот, например, едут в метро, в автобусе или даже за рулем своей машины, им становится резко плохо, как будто вот их кто-то за уши тянет, вот как трясут его, лицо начинает гореть. Становится плохо, воздуха не хватает, то есть не хватает воздуха. Воздействие начинается. Хотите много пить, пьете, 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 много пьете чай, кофе, не напивайтесь. Потом начинается такое ощущение, что у вас пергаментное лицо. Ой, да иди ты нахер, придурочная кишлачка. Господи, да зачем тебе кому-то портить? Я рассказываю, овца, рассказывай, как вообще происходит порча. Не лезьте, пожалуйста, с этих кишлаков. Сидите, идите, дойте коров. Как раз уже время. Надоели, блядь. Так вот, зачем портить? Вот затем портить, чтобы такая овца, как ты, сюда не полезла. Уф, опять какая... Значит так, пить очень много хочется. Высыхает кожа, дорогие друзья. Кожа реагирует жутко на порчу. Вот очень красивая, ухоженная женщина, начинает кожа, чешется кожа, прям отрывается кожа. Ага, про Игната точно. Значит, на лице выступление начинается, кожа начинает менять цвет. То бледный, то темный. Следующий момент. Вы начинаете дурнеть. Могут и на животное, и на кого угодно. Вы начинаете дурнеть. Вы начинаете либо полнеть, либо, знаете как, опухайте просто, вот из ничего. Опухайте, идете к врачам, спрашиваете, что со мной не так. Кто-то начинает пить, отключаться, чтобы. Кто-то, ну, каждый по-своему реагирует. Кто насколько силен, да, как волевой человек. А вот чтобы не падать в обмороки, надо писать мне. Я же давно сказала, надо мне написать. Следующий момент. Врачи не видят болезнь. Они разводят руками и говорят, я не знаю, у вас то ли хроническая усталость, то ли вот, ну, не видим. А более ушлые медсестры, которые старые, да, еще советских времен, бабки, они вас отведут в сторону и скажут, а что ты приходишь сюда-то? Найди бабушку какую-нибудь, найди, это порча, ты не чувствуешь? У тебя постоянно вот одно и то же. Иди найди бабушку какую-нибудь. Не видят они твою болезнь, нету. Ты совершенно здоровый человек, но ты высыхаешь, либо дурнеешь, либо опухаешь, либо у тебя, значит, начинает чесаться лицо, волосы путаются. Это раз. Дальше. Нет, вы мне напишите, скажите, что вы должны мне написать раньше. Она-то не знает об этом, а я вам говорю, напомните, просто напишите, чтобы я зашла и прочитала ваши СМС. Это вы потом придете, вы сначала напишите просто так. Дальше. Закрываются дороги жизни. Финансы. Вот пришли деньги в дом.
обязательно кто-нибудь заболеет, обязательно что-нибудь разобьется, обязательно там канализации, не знаю, трубы закроются, и что-нибудь случится. Обязательно машину стукнут. Вы будете все время отдавать эти деньги в никуда. Это раз. Сны. Ваши сны постоянно тревожные. Почему? Что такое порча? Вот я уже показывала. Вот человек, да? Над человеком оболочка. Это его энергетическое поле. В этом поле созревает его энергия. Он эту энергию использует, берет оттуда опять из природы, из оттуда, отсюда эту энергию, да? Значит, опять она наполняется, вот это как яйцеподобное поле. Он этой энергией пользуется. Опять, сейчас этот фокус опять исправлю. Через некоторое время опять вот он заполняется и так далее. Порча – это когда приходит темная сила, прицепляется к вашей энергии, вот так присосалась, и начинает грызть, открывать себе дорогу. Как только пробили ваше вот это вот биополе, они сразу заходят туда и начинают уже жить вот вокруг вас. То есть они съедают ту энергию жизненную, которую вам дают. Понимаете, как жизненная энергия, дорогие друзья, это... что это такое? Это как топливо для нашей жизни. Это та сила, которая нам дает жить. Мы этой жизненной энергией питаемся и идем вперед. Порча – это когда вот эта оболочка, да, энергетическое поле абсолютно пустое. Там нету энергии. Если у тебя нет энергии, ты деньги не будешь притягивать. Если у тебя нет энергии, ты не сможешь, то есть ты не мечтаешь, у тебя нет жизненных сил и так далее. Постепенно жизнь начинает опустошаться. Во-первых, тревоги внутренние, страхи, плохое самочувствие, снижение сексуальности, абсолютно безразличие, скажем так, если вы здоровая женщина, да, к сексуальной жизни, точно так же и у мужчин. Просыпаетесь посреди ночи, как будто у вас внутренний будильник сидит, и кто-то вас будет. Это я говорю общие понятия порчи, потому что порчи есть различные. Вы просыпаетесь 2 часа, 3 часа ночи. Почему 2-3? Потому что я не знаю, кто вам что делал. Я не знаю. Я не могу знать за вас. Значит так, хватит вот эту муть нести про паразитов. Мы с вами сейчас не в этом, не глистологией занимаемся. Сны непонятные. Начинают сниться родственники. Значит, начинает сниться умершие, то есть родственники. Какие-то непонятные ситуации. Вы внутренне чувствуете, это ваш стражник, это та сила, которая рядом с вами пытается вам сказать и достучаться, значит, что с вами что-то не то. Ваша жизненная сила уходит на других. Деньги зарабатываете, можете помочь, подарок сделать, кому-то там дать на операцию, но на себя вы не потратите. Они вам не служат. Вся ваша энергия в этой жизни уходит другим, не вам. Если это, скажем так, с глаз, который вы просто, невольная, да, ненамеренная порча, у вас просто останавливаются финансы, головные боли, ни с того ни с сего становится плохо. Вот вы куда-нибудь пошли все, ой, какое кольцо красивое, ничего себе, ой, дай посмотрю, ой, красота, почем купила, а кто подарили, о, ничего себе, все, ты приходишь, тебе плохо, тебя тошнит, голова болит, что-то плохо, дома разругались, все, это невольная порча, это от людей, у которых очень черная, такая темная, злая энергетика. Второе. Я сейчас объясняю намеренный, ненамеренный порчу. Я вам уже сказала, что родовой и так далее мы не будем обсуждать, об этом уже много сказано. Мы говорим, как наводится и инструменты порчи, да? Это ненамеренная порча, но это тоже нехорошо, потому что это может укорениться, это может залезть, вот ее черная энергетика, и как бы вас жрать. Да, это внутренний будильник, Илона. Значит, дальше. Что происходит дальше? То есть это вот, с глаз.
Если вас прокляли, если вам сказали, да чтобы у тебя вот это было, или в спину сказали, пожелали, очень плохое такое желание, да, как правило, первое, что происходит, как правило, чаще всего, из носа начинает идти кровь. Вот без всяких причин из носа начинает идти кровь. Я вам сейчас скажу, что это. Это самозащита организма. Когда отрицательная энергетика лезет в вашу энергию, в ваше тело. Помните раньше, как очищали людей? Делали кровопускание. То есть лишняя кровь, нехорошая уходит. Эта кровь собирает, вот ваша кровь. То есть ваша генетика начинает вас спасать. Ваша генетика начинает вам помогать. Зов крови, память предков. Собирается вот эта чернота в одну кучу и вместе с кровью выходит. Ну, может, или прикус быть, ну, кровь. Ощущение крови. Зуб падает. Зуб просто крошится, ломается и падает. Абсолютно здоровый зуб. Понимаете? Может упасть, значит, ну, мост, который вам поставили. Может упасть коронка, пломба. Организм начинает реагировать. Значит, кровь, прикус крови. Еще есть такой момент понос. Поносит, очищается организм. Организм пытается сам очиститься от этой злой энергетики. Если вы работаете, скажем, например, в дружном женском коллективе, да, в кавычках, то часто бывает, что кровь идет. Валентина, у тебя уже не будет у сына и у тебя. Ты знаешь, что у тебя все это снято и все исправлено. Значит, вот в женском коллективе, если часто вам желают и говорят что-то, да, кровь идет, значит, понос часто бывает, крутит живот, слезятся глаза. То есть ваш организм начинает очищать себя, пытается скинуть себя каким-то образом, жидкостью. В основном это кровь, в основном это слезы и так далее. И если вам пожелали что-то, если вы что-то показали, обязательно, если это кольцо им понравилось, они за это кольцо там сказали, да, что-то, значит, камень полетит этого кольца. Или вы, например, где-нибудь руки смыли, помыли руки в супермаркете, кольцо положили рядом и забыли. Это кольцо уйдет. Если вам, ну, им понравилась люстра, люстра сгорит, причем так сгорит, что просто невозможно ее починить уже. Она уже все, трындец ей, да? Да, плач без причины, кровь без причины, кружение живота без причины. То есть постоянно что-то выходит из вашего организма, она пытается вас защитить. Следующий момент. Когда вы разговариваете с человеком, который вас не любит, который к вам относится плохо, то есть вы это можете не знать, да, вы подсознательно, ну, не знаете, не понимаете, но ваш организм и ваш стражник на это реагирует. Значит, ваш организм на это реагирует. Каким образом? Человек вроде вам ничего плохого не говорит, но от него идет ядовитая энергетика в вашу сторону. Ядовитая энергетика. Вот вы сидите, пьете чай, например, с вашей коллегой, да? И вроде человек улыбчиво смеется, там что-то говорит вам, а вам плохо с ней. Вам тяжело с ней. Вы начинаете с ней избегать встреч. Вот она вас позовет куда-нибудь, вы там то сделаетесь больной, то плохо себя чувствуете, то что-то мне времени нету, я потом. Вы не хотите с этим человеком идти. Хотя этот человек откровенно вам ничего плохого не делает. Может быть, наоборот, и помогает вам многому, может, наоборот, и за вас заступается. Но ее ненависть к вам чувствуют ваши духи, которые рядом с вами, силы вашего рода, которые за вашей спиной. Они чувствуют, что этот человек вас не любит, что этот человек вас проклинает, что этот человек плохое вам желает, реально плохое. И вот вы напротив сидите этого человека, пьете чай, вам плохо, вам тяжело с ней общаться, вам тяжело с ней говорить. Мой вам совет, когда к вам приближается человек, который вам неприятен, крестите руки на груди. Ну, не так крест, вот прям крест-накрест, а вот, как бы руки вот так держите, как будто вот руки, крестите руки и закройте грудь. Вот эта чакра, вот которая солнечное сплетение, через это идет в основном удары.
на человека, это самое слабое место. Когда вам страшно, когда вам плохо, ваше предчувствие, как получается? Вот это место, солнечное сплетение ноет. В древние времена говорили, что в солнечном сплетении спрятана душа человека. И когда душа человека плачет, когда хотят захватить душу человека, мечется. У нас всегда так. Когда у нас чувство тревоги или плохо себя чувствуем, или что-то не то, у нас солнечное сплетение, да, вот где грудь, вот эта вот грудная клетка, она ноет, что-то там вот плохо, какое-то ощущение внутреннее. Поэтому, когда человек, который приходит к вам, он вам неприятен, скрестите руки, вот так просто, закрывая вот эту вот чакру. Дальше. Значит, что такое панические атаки? Панические атаки – это когда демоны приближаются к вашему энергетическому полю. Вы это не видите, но видит ваше подсознание, но видит ваше поле. У вас бывают моменты, когда вы сидите, смотрите в одну точку, то есть ничего не видите конкретно ни на что, и резко, значит, вздрогнули. Это очень плохо. Если вы часто так делаете, это нехорошо. Это нехорошо, потому что вы смотрите в глаза смерти. Вы ее не видите, но ваши глаза ее видят. И когда вы смотрите в одну точку и вздрагиваете, это говорит о том, что вы посмотрели в глаза своей смерти. А это нехорошо, это нехорошая примета. Теперь, это не намеренно наведенная порча, а теперь намеренно наведенная порча. Дорогие друзья, первое. Если вам делают порчу на смерть, если закапывают вашу фотографию, например, или вещь, или на ваш фантом вызывают туда, делают на смерть, или на ваш волос, или на что-то еще, что вы чувствуете первым делом? Во-первых, жуткий холод начинается у вас. Вот каждый день, даже в очень жуткую жару, вы чувствуете жуткий холод. Холодно, ноги мерзнут, руки мерзнут. Вам даже могут сказать: слушай, ты как ящерица стала, прям холодная какая-то, как кровь холодная у тебя. Потому что в мир мертвых, мертвец холодный, понимаете, и вы холодные становитесь. Начинает умирать ваши чувства. Прицепляется, по сути, эта душа. Вы начинаете видеть жуткие сны, вы начинаете видеть какие-то картины убийства, что-то еще. Почему? Потому что вы начинаете жить его судьбой. Он же прицепился к вам, он вам показывает свою жизнь. Он показывает, что у него происходит. Значит так, можете... Потом отвечу, сейчас не до этого. Вот вы сидите на одном месте, да, у вас хорошее настроение, встали, пошли на кухню. Вернулись, вам плохо. Потому что вы проходите через него. Он же сейчас живет с вами, он живет в вашем доме, в вашей жизни. Он все время с тобой. И когда ты проходишь через этого человека, да, тебе становится плохо. Как правило, наводится порча на могиле самоубийц. Как правило, наводится порча на могиле, ну, скажем, наркоманов, пьяниц и так далее. То есть люди, которые ушли не очень хорошей смертью. Хотя хорошей смерти нет, но вообще-то есть хорошая смерть. Когда окруженный детьми, внуками уходит человек, это хорошая смерть. И, естественно, он непрекаянный, естественно, у него злость. Он не хочет уйти с этого мира, он готов на все. Ему взамен на вашу жизнь предлагают оставание в этом мире и питаться вашей энергией жизни. Со временем вы начинаете чувствовать, что ваша жизнь становится смертоподобной. Вы краситесь по инерции, вы одеваетесь по инерции, у вас нету жизни. Вы становитесь, скажем так, абсолютно как зомби, понимаете? Как живой мертвец, собственно говоря. У вас нету жизни, вам ничего не хочется. Абсолютно. Вы просто на автопилоте живете. Если вам скажут, например, что вы завтра умрете, что завтра там какую-то болезнь у вас обнаружат, и это вас сведет в могилу, вам будет абсолютно все равно. Вам на вашу жизнь чихать. Либо вы наконец-то наложите на себя руки, либо вы абсолютным безразличием, скажем так, абсолютным безразличием уйдете на тот свет, у вас нету желания жить. Вы говорите: я хочу, чтобы у меня было то, это. Для того, чтобы у тебя было то и это, ты должна хотеть жить. Если ты не хочешь жить, у тебя ничего не будет, а ты не хочешь жить. Я сейчас не про лунатиков говорю. Нет, лунатизм – это не порча, это сильное притяжение Луны. Это не очень хорошо, но это не порча.
Итак, на кладбище порча, вот это вот ощущение. Если это кукла Вуду, если ударяют по кукле Вуду, бьют по этим местам, значит, вы чувствуете боль в этих местах. У вас будет такое ощущение, что вас покалывает сначала сильно, потом резко. У вас ни с того ни с сего начнут болеть абсолютно здоровые органы. Например, женская чакра, да, это женское место, начнет болеть сердце, головные боли жуткие начнутся и так далее, и так далее. Это кукла Вуду. Либо с вашим изображением делают, либо с вашим фантомом, опять же, крестят его, как бы говорят, его называют. Вот ты теперь вот этот человек, да? Значит, дальше. Если его повесили, то в конце концов у вас начнется жуткая депрессия, вам станет все равно жизнь. Если вас и вашего мужа спинами вот так вот спиной связали между собой, значит, у вас будут постоянные ссоры дома. По-разному можно делать. Но это вуду. Вуду владеет мало кто. Вот эти свечи у меня взятые. То есть это с поминального. Свечи с поминального. У меня есть некоторое количество таких свечей, я их храню для определенных дел. Это поминальность мертвеца. Далее. Черные свечи восковые, которые, как правило, зажигаются, да, на кладбище. Вы скажете, а зачем мертвецу это делать? Я вам отвечу, у него выбора нет. Если мне дана власть, я могу его поработить, его душу, и пока он мое не сделает, он не отправится на покой. Для того, чтобы он быстрее отправился на покой, он берет и делает. Когда идем на кладбище, желательно вот такие вот маленькие зеркала делать, или самим, или купить. Ну, это куплено мною. То есть это на грудь повесить, чтобы отзеркалить то, что я говорю. Желательно. Хотя, может быть, и ничего не будет, обойдется, но желательно отзеркалить, чтобы потом себя не очищать от этой всей энергетики, которую там ты поднимаешь, как бурю. Вот такого типа зеркала. Видите? Называется «Жизнь и смерть». Смотрит в зеркало красивая женщина, а в зеркале проявляется кто? Смерть. То есть это говорит о том, что мы все не вечные. И здесь вот латинская надпись, собственно говоря. Вот. Это здесь камень обсидиан. И вот это, да. Вот такого типа зеркала, когда носишь. Значит, мой вам совет, когда вы идете в одно место, где будут очень много нехороших людей, чтобы вас не сглазили, во-первых, привяжите красную нитку шерстяную, можете этим закрыть, например, браслетом. И желательно возьмите кулон какой-нибудь, который может отзеркалить. Вот если у вас есть кулон такой массивный, круглый, не камень, а что-нибудь такое, чтобы отзеркалить эту энергетику, вам будет намного легче. Если вы знаете, что вы идете к людям, которые, знаете, не очень добрые, не очень хорошие. Далее. Порча через зеркала. Все зеркала между собой имеют связь. Через зеркала мы отправляем зеркальную тать. Тать потусторонняя называется. Или зазеркалье. Через зазеркалье, скажем так, это значит, у вас в доме поселились демоны. Вот что это значит. Если его зовут, а никто не зовет. Значит, послать порчу, отправить порчу через зеркала, дойдет до адресата. Вот через зеркала она пройдет и выйдет в его зеркалах дома. И обязательно испортит ему жизнь. Это 2. Все, давайте вот эту вот хренотень, пожалуйста, мне сейчас на энергетическом уровне, на каком-то там космическом уровне. Я вам объясняю, вы слушаете. Понабрались, понахватали всяких там слов. Не надо здесь. Не надо его чистить ничего над зеркалом или просто натирать часто. Вот и все. Зеркало, оно так не засоряется такое. Она просто отзеркаливает и все. Значит, вот нож, а там то, что обычно я использую при порчах. Но иногда бывает, что и при каких-то там таких других работах, но оно в основном, имею в виду других работах, связанных с порчей, да, направить или что-то. Вот. У меня, естественно, много таких ножей.
эти ножи, как они активизируются? Их оставляют на кладбище на некоторое время. Желательно вообще их захоронить где-нибудь на кладбище на 40 дней. Но 40 дней я не оставляла, потому что я боюсь, потому что много народу таких не очень добросовестных. 40 дней я оставляла ножи более попроще. Значит, серп. Это я намек на инструмент Марены, да, Мары. Есть серп для очищения, есть серп для работы. Желательно кованые вообще-то ножи, кованые инструменты, потому что кованые инструменты все-таки с энергией кузнеца. Далее показываю. Естественно, булавки, естественно, серебряные там эти, сейчас скажу, ой, иглы, да, со всеми этими делами. Пожалуйста, на здоровье. Далее, кладбищенская земля, она хранится у меня на балконе. Это я так отсыпала сюда, потому что у меня большое количество. Кладбищенская земля. Я хочу вам сказать, что есть еще одна разновидность порчи, когда фотография человека срезается и приклеивается за место фотографии покойного. Но я, конечно, вам, простым людям, это не рекомендую. Еще раз скажу, такие вещи, если вы сами сделаете, у вас самих могут дети умереть, близкие, родные. Не дай вам боги это делать. Но для практикующих людей это реально возможная вещь. Там, естественно, нужны еще определенные слова говорить. Так вот, кладбищенская земля. Есть еще вдовьи платки. Их показывать не гоже, не очень надо, но у меня есть 4 таких черных вдовьих платка. Это платки, которые носили вдовы, которые ходили в этих платках, оплакивали умерших. Скажем так, из них 2 этих вдов уже сейчас в данный момент в живых нету. Но они мне это передали, они мне отдали. Кладбищенская земля. Далее. Вот это что такое по-вашему? Ну-ка говорите. Вот это что такое, дорогие друзья? А уголь? А откуда этот уголь, по-вашему? Зачем он нужен для порчи? Это уголь сгоревшего дома, в котором пекло, правильно, в котором погибли люди. Это уголь сгоревшего дома. И она уже с энергией смерти. Если вы такой уголь будете дома хранить, то велика вероятность пожара. Если такой уголь подкинуть кому-либо, просто подкинуть, или как-нибудь спрятать, или маленький кусочек отломить и пойти к ним в гости, через некоторое время у них сгорит дом. Я вам говорю однозначно. Значит, берется этот уголь, этим углем пишется имя, дата рождения человека. Представляется его фантом. И вместе с этим написанным текстом в черном, значит, в черной этой материи закапывается. Через некоторое время она начнет просто сгорать. Она начнет полностью... Не обязательно, чтобы она умерла. Она может сгореть в машине. У нее может дома что-то сгореть, весь дом, полдома сгореть. У нее может сгореть здоровье. Она как женщина может сгореть, понимаете? Но не хотите знать и не знаете, чего сюда претесь. Значит, многие мои враги, которые тявкали, что у них все хорошо и прекрасно, потом начали выдавать свои голосовые сообщения, в которых они признаются друг другу, что они едут чиститься у каких-то бабушек, они боятся, им сказали, что это сильно наведено, надо еще 2 недели ходить чиститься. Ну вот, суки, вы же говорите, что у вас все хорошо. Конечно, вот так при всем народе можно сказать, у меня все хорошо. Но сами-то знаете, что ничего хорошего здесь нет. Далее. Рыбья голова. Отрезается рыбья голова. Уголь сожженного дома.
Это все сворачивается, значит, в черную материю. Сверху черными нитками. Значит, ой, все. И это всю красоту нужно подкинуть в дом того человека, который это сделал. Можно просто вот взять и подкинуть, вот кинуть через забор и уйти. Даже если они найдут и избавятся или выкинут, это не спасет. Без разрушения, без поджигателя в их доме. Все. У них будет постоянно гореть имущество. Стоит им купить имущество и обжиться, через некоторое время оно сгорит снова. Пока они не придут, не будут извиняться и просить прощения. Вы спрашиваете, зачем мне это надо? Вы спрашиваете, зачем это можно и так далее. Значит, я не буду вас спрашивать, Виктор, или как вас там зовут, что мне рассказывать. Я рассказываю то, что считаю нужным. Вам интересна другая тема, откройте другой мой ролик и увидите. Давайте вот вы говорите, зачем вам это надо, вот зачем вот это надо делать. Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь льва без когтей и зубов? Если бы вы видели льва без когтей и зубов, что бы вы о нем подумали, понимаете? Что бы вы о нем подумали? Вы бы уважали этого зверя, которого можно подойти и пинать, за хвост дергать, усы оторвать, да, и спокойненько пойти? Нет. Вы не будете уважать ведьму, которая не может наказать того, кто это сделал. Ведьма очень разумное создание. Если вам кажется, что ведьмы ходят, всем подряд делают порчи, значит, вы глупые люди, дорогие друзья. Ведьмы не ходят всем подряд делать порчи. Ведьму надо довести. Ведьму можно довести даже годами. Почему? Потому что она не хочет тратить свою энергетику. За каждую порчу очень... Не то, что плата страшна, никакой платы нет. Если мне разрешили, значит, вы в этом виноваты. Если я смогла сделать на вас порчу, значит, вы это заслуживаете. Поверьте мне, если бы вы не заслуживали, до вас бы это не дошло. Но она разумный человек, она старается миром решить проблему, она не нападает. Но вы понимаете, что ведьма, которая живет в мире не очень хороших людей, ведьма, которая вынуждена с невеждами, да, найти общий язык, вынуждена жить вообще в этом диком мире просто, она должна себя защитить. Она должна себя защитить. Если она себя не будет защищать, то каждая тварь будет лезть в ее территорию, понимаете? И вот один раз дали пинка, все разрушилось, человек стал посмешищем на весь мир. Все, до свидания, ты мне не интересна. Мы не кровожадные, мы не нападаем на людей. Все, кто меня знает близко, знают, насколько я простой человек. Я абсолютно простой и добрый человек. Но если человек мне делает нарочно, намеренно больно, если человек берет фотографию моего ребенка и пишет внизу «будущий пидорас», если человек берет фотографию моего мужа и пишет внизу «наркоман», вы думаете, что я должна сидеть и думать, ой, как-то нехорошо, нельзя же так делать, да? Нехорошо же там, скажем так, кто попер по судам? Некрасиво же, да, вот как же мне вот отомстить так, чтобы вот не было больно? Я отомщу, я очень страшно отомщу. Я трону их детей, я трону их матерей. Я говорю это, я не лицемерю. Ну так она не только по судам, она еще дальше пошла. Понимаете, естественно, я трону их детей и всех остальных. Я буду бить по тому месту, где им больнее. Как вы считаете, я буду сидеть и думать, например, может быть, Ирина, они подохли, поэтому еще дизлайк не поставили, или руки у них там трясутся, или боятся, тема не очень. Я должна сидеть и думать, как бы им сделать больно, чтобы это морально красиво выглядело. Мне кажется, любой из вас, если бы имел силу, затронул бы их детей, их матерей, всех, кто рядом с ними, и сделал бы всем больно. Нет понятия, знаете, на войне все средства хороши. Когда я один раз говорю, второй раз говорю, третий раз говорю, и ублюдки думают, твою порядочность и твою доброту принимают за слабость, то ты должна отстаивать честь мундира. Есть еще другой момент, дорогие друзья. Если ты смолчишь, если ты проглотишь это, то силы накажут тебя, потому что ты не заступилась за эту силу. Ты должна показывать людям, что магия – это
страшная сила на самом деле. И если ты смолчишь, если ты не скажешь, не сделаешь, да, не покажешь свою силу, то магия тебя саму накажет. Она тебя саму накажет, потому что ты не отстояла честь мундира. То есть ты выставила магию чем-то, знаете, какой-то слабой штучкой. Но почему я вам все это рассказываю? Знаете, есть яд, есть противоядие. 80, вообще не 80, а больше, 99% работы ведьмы – это созидание, помощь людям. А всего лишь 1% – это разрушение, наказать. Ведьма приходит, чтобы внести равновесие в этот мир. Кого-то наказать, а кого-то поощрять. Вот смотрите, у человека убили собаку. Вот убили собаку, специально наловили эту бедную собаку, сожгли, сняли на видео, отправили ей. Ее любимая собака. Она пошла в суд, она пошла в милицию, никто ничего не сделал. Просто сказали, что ну что мы можем, ну они там заплатят штраф и все. Ну вот и все на этом. Вот она пришла ко мне и плачет, что вот так вот безбожно, бесчеловечно, вот так специально сделали, мне причинили боль. Если я пойду их убью, меня посадят. Суд ничего не сделает. Что мне делать? Я взяла уголек, завернула в черную материю, начитала, отдала ей. Я говорю, иди и подкинь им в дачу. Вот куда, где они убили твою собаку, туда кинь просто туда и уходи. Она пошла, кинула. И что вы думаете? Значит, они поехали туда отмечать день рождения. У них от мангала резко, говорят, насколько вот соседи, которые были, они говорят, просто от мангала поднялся огонь и перекинулся на их машину, как будто кто-то этот огонь туда кинул. Машина, говорит, прямо вспыхнула. Мы все выбежали на улицу, машина взорвалась, стекла разбились все. Она кинулась, там какой-то у них газовый баллон был для этих, ну, в общем, для каких-то нужд. Баллон взорвался, полдома нету. Понимаете? Полдома нету. Все. Куда они пойдут? Скажите мне, пожалуйста. Пойдут в милицию? А что милиция? Вы делали шашлыки, извините меня, с огнем неосторожное обращение, и вот полдома сгорело. В чем проблема? Куда ты пойдешь? В прокуратуру? Высмеют. Что ты сделаешь? Что ты докажешь? Ты же эту бедную собаку, когда мучил и сжигал, тебе же не стало жалко, правда? Ты же сказал, я человек могущественный, мне ни хера не будет. Вот и все. Вот иди жалуйся. Да, они внутренне чувствуют, что это кто-то сделал, что им кто-то отомстил, что их кто-то наказал. Но они ничего сделать с этим не могут. Вот вы когда говорите, порча, порча, как же так, нехорошо, надо быть добрыми. Вот порча для таких случаев, дорогие друзья. Вы что думаете, что если я умею делать порчи, я всем своим соседям иду порчи делаю? Я же не безмозглое какое-то животное. Я с соседями, с друзьями, у меня очень хорошие отношения. Сила дается только разумному человеку. Поверьте мне, шизофренику, больному человеку, ёбнутому созданию сила не дается. Поэтому те, которые везде орут, я тебе наведу, я тебе это, они ничего не умеют и не знают, и ничего никому не наведут. Понимаете? Сила дается разумному созданию. Поймите это. И эти разумные создания знают, что за каждое использованный, знаете, давайте грубо скажем, за каждый использованный бонус ты будешь отчитываться перед начальством. И вот когда придет время и скажут, вот ты сделала порчу, оно стоило того, ты зачем это сделала, для чего? И ты скажешь, вот они вот это сделали, вот это, вот это. Все правильно, значит стоит. Твое наказание должно быть равносильным. Понимаете, помните крестный отец? Это несправедливо, твоя дочь осталась жива. Но тогда сделайте так, чтобы они мучились. Помните? То есть оно должно быть равносильным. Если они у тебя, извини меня, курицу украли, пойти убить их детей нельзя. Потому что курица и дети – это все-таки разная вещь. Но если они взяли и замучили твою любимую собаку, и они радостно расхаживают и смеются тебе в лицо, причиняя боль, то вполне логично, ты же их не убила, но ты сожгла их полдачи, миллиардную дачу, пускай они сейчас идут и строят его. И в следующий раз, когда они что-нибудь собаку-кошку поймают, чтобы поиздеваться, они много-много раз будут об этом думать.
Нет никакого закона отката, забудьте это. Возвращается порча, когда снимается ведьмой обратно. Вот это вот, то, что вы читаете, это не совсем нормальная вещь. Ничего не сделает простой человек, защищая себя от порчи. Ничего не сделает. Я вам давала определенные защиты, ну, в такие моменты, когда вас преследуют, ни за что хотят выгнать с работы. Вот на эти случаи у вас есть моменты, которые вы можете себя защитить. Но если вы хотите на всю свою жизнь себя от порчи защитить, это нереально. Если я захочу навести, то ты хоть, блин, день и ночь в церкви ночуй. Просто я вам еще раз говорю, что основное количество моей работы направлено на помощь. Поэтому люди всегда пишут спасибо большое и так далее, да? Но никто же не напишет, ой, вы правы, порча точно подействовала, вы правильно сделали, вот вы навели. Ни один порченный ты такой не напишет. Но вот в последнее время говногруппа начала между собой грызться и начали выставлять, значит, тайные переписки, в которых сказано, ой, мы с мужем поехали, там сказали, такая жуткая порча, такая ужасная, такая сильная. Если кто-то слышал, вы знаете, да? Ужас, ужас, блин, вот снимали, вообще ужасно, вообще, блин, не знаю, что будет, вообще жуткая вещь. Видать, работает, мне такой страх, мне так страшно, нам надо еще 2 недели пойти. И так и хочет сказать, а ты, сука, месяц назад орала, что я ничего не могу, ничего тебе не делаю. А чё ж ты так орала-то, а, тварь? Ты же говорила, что все хорошо, никто тебе ничего не наводит, ничего не получается. Ха-ха-ха, я живая, у меня все хорошо. А сейчас, ой, мы поехали там очиститься, я так боюсь, я не знаю, что будет. Просто при всех вы говорите, мол, ничего не случилось. Но на самом деле у вас жопа горит синим пламенем. Синим. Пойдемте далее. Значит, это не все инструменты порчи. Я просто вам показываю основное. Есть волос мертвеца. Зачем вам это видеть? Волос мертвеца вам надо? Они выставляли, Илона. Может быть, есть? Не знаю. Можешь посмотреть. Волос мертвеца. Вещи мертвеца. Значит, платки вдовьи. Мумиё там, да, жертвы. То есть его волосы, ногти, кровь иногда. Подклады делают. Наговорен на кладбище. Очень много, великое множество. Я сейчас все это не смогу рассказать. Я вот показываю вот такие основные, да, вещи. Ну вот, значит, есть, если не удалили, потому что они то ставят, то удаляют, видать, или жалуются друг на друга. Хрен его знает. Вот. Кладбищенская земля. Значит, пекло. Или угольки. Вообще это по-другому называется беспогорелец. Ну как, зачем пакостить? Потому что природа у них такая, понимаешь? Они такие, сущность у них сучья. Твари они, вот они и гадят. Они ж не думают, они думают, авось пронесет. А вдруг она там решит, что не надо. Я же часто говорю, например, что я из-за каждого не буду порчи делать. Вот они думают, ну я же, что за я херня, чтобы она из-за меня порчу делала. Значит, она не сделает, понимаете? Но они не понимают, что мне особо-то не надо прям день и ночь сидеть и делать порчу. Мне достаточно один раз начитать, и оно все уже доходит. Здравствуйте, Лена. Я рада вас видеть, давно не видела. Я запоминаю своих старых подписчиков. Значит, уголек. Черные свечи, да, вот свечи из упокоенных, то есть это с похорон. Похоронные свечи, да, вот так правильно будет. Всякие атамы, которые оставляются на кладбище для того, чтобы они набирали смертной силы. Если это на вас наведено, то, извиняюсь, не хочу говорить такое слово, с вашим уходом оно закончится. Если наведено через вашу кровь, и ваши дети унаследуют разные порчи, понимаете, по-разному. Чего? Зачем ножи подкатывать? Что вы говорите? Ножи зачем нужны в порче? Сейчас покажу, зачем. Ножи вот затем и нужны, чтобы тыкать фотографию, вещь или вольт. Ножи затем и нужны, чтобы на кладбищенской земле зарывать вас. Ой, ну не вас, конечно, извиняюсь. Вылетела. Показываю следующее. Вот это кладбищенская вода. Или мертвая вода. Это мертвая вода.
Это собранная дождевая вода с кладбища. Мертвая вода – это вода, которым обмывают покойных. Мертвая вода – это вода, которую набирают с кладбища. Кладбищенская вода, она уже заряжена мертвой силой. Некоторые спрашивают, вот родников, там родник есть, то есть на кладбище есть там шланг, в общем, идет вода, цистерна, это мертвая вода. Ну, где-то она мертвая, но она не настолько сильная, понимаете? Значит, она не настолько сильная. Вот мертвая вода или кладбищенская вода – это вот собранная дождевая вода с кладбища. Видите, она и грязная, не очень чистая. Я их сюда переливаю и ставлю. Это все хранится, желательно, чтобы хранилось на балконе, потому что это все смертоносная энергия. И лучше как бы... Какая водка, о чем ты речь? Это, да, это перелито сюда, водочная. Но она, не видите, она грязная, вот вода. Хочу вам сказать, что вот всем этим, что я вам показала, как можно навести порчу, так можно и снять порчу, дорогие друзья. Очень страшные порчи, болезни снимаются через кладбищенскую воду. Смывается, вот, например, кожаная вот какая-нибудь язва смывается кладбищенской водой, очищается кладбищенской водой, а потом что-то наговаривают, оставляют значит, на всю ночь, утром счищают. Живая вода – это другое. Я потом об этом расскажу. Почему так происходит? Потому что в ней энергия смерти. Как она может убить ваше здоровье, так она может убить и вашу болезнь. Понимаете? Угольком вот этим можно вылечить. Вот этим угольком, скажем, пекловым угольком, да, сгоревшего дома, берется, натирается больное место очень сильно до черноты, накрывается черной материей, и до утра человек ночует в этом. Утром очищает, снимает вот эту материю, сжигает эту материю, смывает вот себя вот это некоторым наговором. Через некоторое время этот орган больше не болит, он вылечился. Сила мертвой воды. Мертвая вода. Мертвая земля, кладбище. Кладбище как убивает человека, как можно на него там сделать на кладбище на смерть, кладбище может точно так же убить и болезнь. Понимаете? Кладбище может точно так же убить и страшные вещи в человеке. Понимаете? То есть это все смертная сила, но эту смертную силу можно повернуть. Не говорите глупости. Есть порчи, которую лучше не снимать. Что за хрень? Есть болезни, которые лучше не лечить. Это мертвая сила. Как может убить вас, так может убить вашу порчу и вашу болезнь. Так что не относитесь так отрицательно. Этими вещами, вот этими атрибутами, да, инструментами порчи, можно и снимать эту порчу. Можно и очищать эту порчу. Можно и убить болезнь, которая вас может на тот свет забрать. Понимаете? Да, это сила как меч. Вы можете этим мечом убить человека, вы можете этим мечом защитить человека. Вы можете кладбищенской землей убить человека, вы можете кладбищенской землей снять смерть человека. Место, где оно мертвая земля, в этой мертвой земле оставить все, чтобы оно умерло, это реально. Меня в детстве вылечили кладбищенской землей. Когда у меня из-за того, что гусеница упала на меня, вот такая большая, зеленая, такая пушистая гусеница. Такой, видели? Вот такие гусеницы в детстве, такие они. Мы их боялись жутко. И потом их убивали, бедных, вот давили, вот у них зеленая такая. Ну, вот глупость, конечно, сейчас бы в жизни не делала. Но тогда мы жутко боялись этих гусениц. И они такие глазастые, такие большие, вот, такие вот, как колбаса, зеленые, и они очень пушистые. И вот эта гусеница волосатая, да, упала на меня с дерева, упала прямо на меня, прямо вот так вот.
на грудь упала под майкой. И я там визжала нечеловеческим голосом. Я помню, что мне было 7, по-моему, лет. Я там орала, не могла его скинуть оттуда. А он, наверное, бедный, больше меня испугался. Я трясу свою майку, она еще ниже падает. Короче, у меня истерика случилась. У меня дядя побежал, значит, и оторвал его оттуда и выкинул. И вот после этого у меня жутко от этого страха, у меня высыпание пошло. У меня пошло высыпание, и кожа же реагирует на все. Вот когда человек вам противен, иногда кожа краснеет от злости. Когда женщина спит с нелюбимым мужчиной, у нее постоянно высыпание кожи появляется. Это от, ну как вам сказать, отталкивающей вот этой вот ненависти к нему, от омерзения. Нет, это не капустная гусеница, это такая большая добротная гусеница, зеленая. И вот она на меня упала, и моя кожа отреагировала, да. И у меня вот высыпание жуткое, начала чесать, у меня стала прямо такая толстая кожа, как подошва. И меня, ну, в общем, тогда моей бабушки не было в живых, а поскольку вообще другая моя бабка, она не могла. Да, есть и такие гусеницы. Вот видишь, даже такие есть, ядовитые. Может, она тоже была ядовитая, может, она укусила меня, не знаю, сейчас не помню точно. Я помню, что она была на тутовом дереве, вот, она оттуда упала. И поскольку моя бабка не могла вылечить, мы же не можем своих лечить, это только у некоторых дебилов там вылечить отца, снять порчу, это у них все можно. А вообще по законам магии своих не всегда можешь своим помочь. И они меня отвели к своей, значит, знакомой. Они со мной вместе, значит, куда-то пошли, что-то они наговорили, что-то оставили где-то, не помню сейчас точно, не буду врать, возле какого-то там забора, может, кладбищенской. И я помню, что оттуда взяли землю. То есть скинули-то не знаю откуда, но земля была с кладбища. Они намазали этой землей меня полностью. Что-то читали, начитывали. И я где-то часа 3 сидела, пока она не высохнет. И земля такая была, знаете, вот красноватая, глина. Ну, с глиной вперемешку. Они меня намазали, начитали, наплевали что-то. А потом меня искупали, смыли. Вот вы даже не представляете, вся эта краснота, вся эта сухота абсолютно исчезла. Его просто не было, понимаете? Может быть, и она меня укусила или что, не знаю. Может, она из-за этой кислоты прыснула мне в кожу. Но то, что вот у меня вот после этой кладбищенской земли просто она все ушло полностью, смылось. Это однозначно. Так вот, о чем я хочу сказать? Что кладбищенская земля как лечит, так и калечит. И я хочу вам сказать, что эту воду, значит, бабушкина подруга, она сказала моей маме, вылишь где-нибудь, говорит, за садом, там далеко вылишь. А моя мама отнесла и по молодости, по глупости вылила под яблоней. У нас очень хорошая была яблоня, так вот эта яблоня высохла. Потому что смыть кладбищенскую воду, это все равно как мертвеца купать, понимаете? Она-то с меня содрала это все, почистила мою кожу. А вот она вылила под дерево, и дерево высохло. Вы никогда не слышали, что когда мертвеца омывают, говорят, эту воду вылейте где-нибудь в таком месте, или закопайте, или в яму вылейте, сверху засыпьте, потому что все, что коснется этой воды, она может заболеть, она может умереть. Высохла, высыхает. Некоторые люди специально ходят, забирают на кладбище воду, вот мертвую воду, а потом ночью, значит, поливают соседские деревья. И через некоторое время этих деревьев больше нету. Конечно, это омерзительные поступки, я ничего не говорю. Но это существует, это поверье, это, понимаете, что бы ни орала религия, что бы ни орала магия, что бы ни говорили все вокруг, то есть магия, я говорю, господи, наука, извиняюсь, магия существовала, есть и будет. И многие старые люди, значит так, да, многие старые люди эти вещи знают. Это действительно знают, и многие, ну, не очень хорошие, непорядочные, подлые люди могут пойти на кладбище, набрать, например, воды, и, значит, господи, ну хватит эту хрень нести, пожалуйста, а.
Порча может проявляться по-разному. От порчи может у человека инсульт быть, и он помрет. А может не от порчи инсульт у него случился, а потому что у него сердечная недостаточность. Ну что вы хрень несете, правда? Да, да, да. Закапывают таз с водой, могут закопать полностью. Это место нужно обязательно почистить и начитать и так далее. И иногда люди, вот очень нехорошие, злые люди, например, зная, что в этом доме будет свадьба, или даже соперницы, да, или те девушки обиженные, на которых не женились, узнав, где будет свадьба, на эту дорогу выливали мертвую воду, или воду от мертвеца, или просили в морге, чтобы, да, изменился. Может быть, у меня голос может меняться. Что? Да, да, может без заговоров тоже действовать. Я говорю, для обычного человека, знаете, такие вещи, такие фокусы бесследно не уходят. Очень страшный удар можете получить за свою дерзость. Но делали люди. То есть они просили, брали в морге там воду, которым омывали мертвеца. Или, может быть, скажем, брали на кладбище мертвую воду и выливали возле вот этих дорог, где должна была пройти свадебная вот эта вот церемония. И молодые заболевали, и молодые были несчастливы, и их жизнь была полна боли и так далее, и так далее, пока полностью, скажем так, не разрушали их семью. Так что, дорогие друзья, вот вам и порчи, и инструменты порчи, орудия, я бы сказала, пыток. Да, есть такие люди, которые могут новорожденному ребенку принести смоченные вот или, знаете, пшикнуть вот так несколько мертвой воды на вещи, принести, подарить. И ребенок через некоторое время может умереть, и ребенок через некоторое время может заболеть. Есть такие люди. Никак не вывести. Нужно посмотреть, почему у человека это происходит. Это же не просто так взять и вывести, понимаете? Все, дорогие друзья, еще раз вам показываю свои инструменты. Вот, на досуге посмотрите. Есть такой скот. Почему? Полно такого скота, господи. Люди, которые завидуют, люди, которые обижены, люди, которым... Я, например, знаю семью, где у него не было детей, он был председатель, он был очень такой богатый человек, у него была жена бездетная, но вот он был очень порядочный человек и не мог ее оставить, она была бездетная, но болела все время и в конце концов умерла. И он уже, ну, будучи не молодым человеком, под 50 лет, женился на другой женщине. Эта женщина ему родила 4 сыновей. И вот все время жена, значит, ее брата что-то подсыпала, что-то начитывала, что-то делала. Она не хотела, чтобы скажем, у ее девера, да, была семья. В конце концов, от этих начитаний он рано умер. И вот начали делить имущество. В общем, мат-перемат и всякое такое. И что самое интересное, она это все делала, но у нее самой один сын сидел, второй стал наркоманом. То есть она сама вся больная насквозь и так далее. Если человек от злости без каких-либо видимых причин делает такие вещи, это все, естественно, ему возвращается, тем более, если он не профессионал этого дела. Вы думаете, что если человек приходит к вам, ну, ко мне, например, и просит порчу, я прям берусь и всем делаю, что ли? Если это справедливо, я сделаю. Если поиздевались, поглумились над девочкой и не хотят ответить, я сделаю. Но если человек хочет прийти, вот как та тварь сказала, хочу извести брата, потому что они меня, значит, они меня обидели, его жену, его ребенка, конечно, я это не сделаю, понимаете? Просто так брать и делать нельзя. Эта сила, она требует только умелых и разумных рук. Порча делается, когда реально человек физически уже может тебе навредить, и ты идешь его физически устраняешь. Потому что ты понимаешь, вот как точно так же я устранила человека, который угрожала моему ребенку. Это бывшая подруга, ее нету. Устранила, да, я сделала. Конечно, меня там не было, я потом позже узнала, что она попала в аварию, ее нету.
Но я устранила, потому что я знала, что она действительно тварь, и она может навредить моему ребенку. Она хотела от меня денег без конца, и я сказала, хватит. И, естественно, я ее убрала, я ее устранила. Да, я это сделала. И не переживаю. Но это только тогда, когда я поняла, что она действительно реально может навредить жизни моего ребенка и моей семьи. Она это могла, она это тварь. Все, ее сейчас нету. Но чтобы пойти на каждый шушер, на каждую шалаву, на каждую проститутку делать порчи, да я лучше скажу, пошла нахер отсюда, и все. Понимаете, они будут тратить свое время и так далее. Кроме того, не забывайте, что чем больше у тебя силы, чем больше опыта, тем более сильные такие сущности вокруг тебя. Эти сущности наказывают людей, которые замахиваются до тебя. Да, это имеется в виду ведьм и колдунов. Но иногда достаточно один раз взять фотографию человека, начитать кое-что, и все, и пустить собак на этого человека. И пусть чистится, чистится, ходит чистится к бабушкам, дедушкам всю свою жизнь. Это тоже нормально, понимаете? Но вот вам показала. Эти все орудия порчи могут как и испортить жизнь человека, точно так же снять. Они все обладают смертоносной энергией. Но смертоносной энергией можно и убить человека, а можно убить его болезнь, а можно убить его трудности. Понимаете, дорогие друзья? Точно так же, как мы скидываем болезнь на кладбище, да, вроде бы место смерти, но мы там скидываем смерть. Смерть, которая там сделана, туда и скидывается и уходит, понимаете? И так далее. Все, дорогие друзья, еще сниму потом другой, там, по другой тематике. Но вот про порчи хотела снять давно. Хотя много снято, очень много. Но в любом случае живое общение и заодно и показать вам воочию. Ну, малое количество, правда, не все, не все, что есть. Ну, малое количество того, что... вопрос задаете, все ли заслуживают порчу? Есть же люди, которые не заслуживают, они получают. Отвечаю, если вы не заслужили, через некоторое время встретится тот человек, который у вас это снимет, вернет обратно, и тот, кто сделал, пострадает. Если вы этого не заслуживали, вам дадут спасение. Если заслуживали, значит, не дадут спасения. И если я кому-то сделаю порчу, я лично, для своих интересов, то есть отомстив за себя, и на этого человека это дойдет, это значит, этот человек этого заслуживал. Я всегда говорю, если у меня получилось, значит, ты это заслужил. Потому что если бы ты был невинный человек, мне бы в любом случае меня бы остановили. Мне бы сказали, не надо, не трогай. Пускай будет. Понимаете меня? Вот и все. Все. Всем удачи и всех благ.